Всем здравствуйте! Рада вас приветствовать на моем канале. Давайте сегодня посмотрим, чему пришло время. Чему пришло время сейчас. Так, три варианта. Первая позиция. Чему пришло время. Второй вариант, к чему пришло время. И третий вариант, к чему пришло время. Так, выбирайте, пожалуйста, свой вариант. Можно посмотреть несколько, если есть такое желание. Первый вариант, к чему пришло время сейчас для вас. Так, смотрите, у вас пришло время завершать с прежним этапом. Как будто бы, когда вы не видели, не видели, не замечали своего шанса, своего удачного случая, что ли. В общем-то, сейчас у вас приходят удачные возможности, которые помогают вам либо осуществить вашу мечту, либо действительно продвинуться как-то. Вот здесь пришло время наконец-таки увидеть этот шанс, увидеть его. Потому что, как будто вы знаете, он вам давался, но вы его не замечали. То есть этот шанс, какая-то возможность завершить с каким-то застоем, с тяжелым состоянием, у кого-то, если с финансовыми проблемами, с финансовым с трудным состоянием, закончить с этим. Хороший шанс на новое развитие, на радость, на, в общем-то, какие-то серьезные перемены в важной для вас сфере. В любом случае, если это у кого-то с финансами связано, то с финансами. Если у кого-то что-то другое, то что-то другое. Вот пришло время уже избавиться от каких-то, знаете, страхов, самообмана какого-то, который вам и, так скажем, пелену перед глазами вот такую вот пускал, что вы не видели верного пути своего. Не видели верного пути. А сейчас вы как будто бы, знаете, все прояснится, и вы удивитесь, почему вы раньше этого не замечали или не хотели замечать. И как оказывается, это, знаете, может быть, эта проблема какая-то решится очень просто. Вам казалось это большой, сложной проблемой, но она решается настолько просто, что вы даже удивитесь этому, насколько просто все решается. Либо, знаете, какой-то вот такой удачный случай будет, удачные моменты, стечение обстоятельств, которые вашу какую-то сложную проблему, над которой вы долго бились, в общем-то, вы не понимали вообще, что там можно сделать уже, как можно прийти к своей цели. И так вот будут складываться обстоятельства сами собой, как будто бы свыше, да, что вы удивитесь, как легко удалось достичь того, чего вы хотели, повернуть какую-то ситуацию сложную в удачном для себя направлении, и что вам как будто бы для этого не нужно прикладывать много усилий, что как будто бы это все легко и просто получается само собой. Само собой. И понимаете, что вот на данный момент это решение, оно уже есть. Оно уже было, это решение. Оно уже было. Вы просто его не замечали, этого решения. Вы просто... Вы прямо удивитесь. Вы удивитесь, почему раньше вам это в голову не пришло. Почему вы раньше не увидели, что выход был настолько простым и легким, и комфортным.
Да, и вы будете, понимаете, вы настолько будете довольны, вот эмоционально, вы счастливы будете просто, что вы наконец-таки нашли правильное решение. Наконец-то вы вышли из этой всей ситуации, которая вас измучила, замучила, и которая действительно с вами долго была, потом длилась. Вы почему-то не видели шанса. Вот он как будто бы, знаете, перед вами, перед носом лежал, решение какой-то проблемы, задачи вашей, перед носом у вас было. Вы удивитесь, насколько просто все было, но почему вы знаете, вот как пелена перед глазами, как будто бы действительно что-то отводило ваш взгляд от решения этой задачи, как будто бы что-то в сторону вас специально уводило. То есть вы почему-то очевидно какое-то решение простое и для вас комфортное, для вас однозначно приятное, однозначно радостное решение, понимаете, это счастье, это облегчение, это какая-то, это успех, и это прямо вот, знаете, вы будете себя чувствовать хозяином положения, благодаря тому, что вы нашли выход верный, вы увидели наконец-таки его, вы поняли, что нужно, и вы понимаете, это решение, оно как будто уже давно есть, но вы его почему-то просто не видите, не видели, вы его заметите, у вас прояснится вся эта ситуация, вы откроете на нее глаза, все будет понятно. И вы будете удивлены, почему раньше, потому что вы были в каких-то иллюзиях, каких-то путах, может быть, много усилий прикладывали для решения какой-то задачи для вас очень важной, да, это что-то связано действительно с какой-то вашей либо мечтой, либо вашей очень-очень значимой для вас задачей, ну и которая долго не решалась, да, вот здесь как по сигнификации, куда это подходит, да, вот что, вы были в каких-то иллюзиях, каких-то заблуждениях, да, вы может быть, действительно много прикладывали усилий, либо вы думали, что для того, чтобы вот этого достичь, нужно очень много вложиться. Но на самом деле все окажется настолько просто, что вы будете удивлены, насколько просто решается эта задача. То есть развязки уже пришло время развязаться с какой-то ситуацией легко, просто и без каких-то... Да, вот понимаете, что вы поймете, что не нужно туда много вкладывать сил, не нужно туда прямо вливать, что много энергии, много какой-то борьбы. Все решается просто и спокойно. Просто, может быть, действительно для кого-то вот эта вот ситуация, она была необходима, вот чтобы это все тянулось. Понимаете, чтобы вы научились либо какую-то ситуацию принимать, такой, как, вот, как бы, знаете, не продавливать пространство, не пытаться нахрапом что-то взять, да, а просто уметь ждать где-то в каких-то моментах, да, то есть эта ситуация могла вас учить ждать, могла учить вас тому, чтобы вы легче к достижению какому-то относились, легче к какой-то проблеме относились легче, с принятием и с тем, и с уверенностью, что в принципе все разрешится. Даже если вы не будете, в общем-то, как такой вот боец биться. Да, все решается здесь просто и легко. И вот как только вы этот урок осознаете, да, что у вас все здесь легко решается, просто нужно расслабиться, как будто бы, вот, ну, вот что-то такое. И, в общем-то, вся эта задача решится, и кармически этот урок будет пройден на ура, да, и все будет, в общем-то, реализовано здесь. То есть время пришло реализации какой-то вашей либо мечты, либо вашей задачи, очень, которая перед вами сложная стояла, как вам казалось, что ее нужно действительно много усилий туда приложить, много энергии туда вложить. Но на самом деле все решалось гораздо проще, гораздо легче, и вы найдете, вы это осознаете, вы это поймете, что на самом деле урок заключается в том, что иногда нужно просто ждать, не прикладывая каких-либо усилий, для того, чтобы получить какой-то свой результат. Да, вот, естественно, приложив какие-то усилия до, да, посеяв какие-то семена, но не нужно вокруг, то есть во время этого ожидания, да, вот вашего, так скажем, урожая, не нужно еще какие-то сверхусилия прикладывать, потому что ваш урожай, он созреет. Вы семена посеяли, вы их через какой-то период соберете. Но от того, что вы будете, допустим, биться, что-то там колотить, стучать, ваши семена, ваш урожай, он не созреет быстрее, да, от того, что вы будете стараться, так скажем, да,
вкладываться туда, что-то еще делать. Ничего как бы вы не ускорите. Есть какие-то процессы, которым нужно определенное количество времени. Вот вы это поймете, да, вот и благодаря тому, что вы это поймете, вы и решите что-то очень легко и просто. И понимаете, здесь какое-то вот простое такое решение на такой задаче, возможно, действительно сложное, решение простое, которое уже как будто бы было давно перед вами, но вы его не могли просто заметить, потому что как-то вот очень, знаете, так с такой позиции, что все так сложно смотрели на эту задачу. Но на самом деле все очень и очень просто и легко решается здесь у вас. Так, благодарю вас за просмотр. Второй вариант. Чему пришло время для вас? Пришло время. Время. Ух ты. Слушайте, какой сильный тоже вариант. Смотрите, здесь пришло время раскрытия какого-то вашего скрытого, так скажем, ресурса, ваших, может быть, каких-то талантов, но здесь больше, я бы сказала, каких-то ваших даров, так скажем, эзотерических, может быть, у кого-то по роду передающегося дара, важного очень передающегося дара по роду эзотерического плана, который был спящий, который дремал, так скажем, да, он был закрыт, Пришло время его распаковки, пришло время его раскрытия этого дара, потому что, в общем-то, созрело что-то так в вас. Да, я все-таки, это действительно то, что я сказала. И что? Понимаете, вот наступил какой-то момент. У вас, возможно, раскрытие этого дара, так скажем, да, вашего родовых каких-то способностей, потому что здесь вот вообще люди могут быть со способностями, в принципе, которые уже знают, но здесь что-то еще сверх того у вас будет раскрываться. Что-то очень мощное и сильное, что вам, в принципе, здорово поможет в дальнейшем, что как-то поменяет что-то в вас. Может быть, у кого-то даже будут большие перемены в плане того, что вы можете переезжать куда-то, кардинально как-то менять свою жизнь, устоявшиеся какие-то свои, то есть как-то вот все с ног на голову, понимаете, можете перевернуть в своей жизни. Ну что здесь? Здесь распаковался этот дар. Он был скрыт у вас, то есть он изначально был с вами, да, но он был запрятан. И его распаковка это происходит через чувственный аспект, через эмоции, через любовь, через какой-то вот, возможно, приятные эмоции. Возможно, вот чувство любви вас переполняет, и в какой-то момент что-то лопается, так скажем, эта струнка, и раскрывается вот этот вот дар. Вы себе, и он как бы вырывается, вы его начинаете чувствовать, вы понимаете, что вы как-то по-другому влияете на это пространство. Это однозначно родовой дар, потому что карты рода здесь вышли, это однозначно это родовой дар, это, ну, как бы то, что передавалось по роду у вас, сила какая-то ваша. Вот и что? И что-то связано с тем, что вы как-то будете замечать, что вы можете либо на свою судьбу, либо вот как-то на пространство свое влиять, на свою жизнь. Очень легко у вас это все будет получаться с легкостью, потому что карта легкости, да, с легкостью будет получаться, может быть, осуществлять какие-то свои желания, но здесь все-таки на влияние конкретно на вашу судьбу влияние. То есть вы сможете что-то менять в своей судьбе. То есть, может быть, здесь действительно освобождение от какой-то кармы. Может быть, здесь у вас освобождение от каких-то сценариев прежних родовых, и теперь вы вольны строить свои собственные сценарии. То есть вы не повторяете больше сценария рода, какого-то, возможно, негативного, да? Вы больше не находитесь в этой закольцовке, вы не идете по той протоптанной дорожке, вы строите что-то свое, уникальное. У вас
открывается такой мощный поток энергии, который созидательный, который служит вам на то, во благо, во-первых, да, в то, что вы строите какой-то свой счастливый сценарий будущего, так скажем, вашего, да, то есть, может быть, здесь вы для себя какую-то технику откроете, понимаете, очень мощную, которая поможет вам как-то легко осуществлять ваши мечты, ваши желания. Из прошлого вот этого вы уходите, которое было с вами, и которое, смотрите, у вас по роду, да, вот возможно было, да, то есть вы разрешаете этот момент через раскрытие этого ресурса дара вашего нового, ну не нового, он родовой, но он как будто бы вас освобождает от прежних сценариев, как я уже и сказала, просто карты, они повторяют это. Ой. Так, что это? О чем это? Так, прошло. Да, понимаете, вот ваш дар, да, так скажем, ваша сила, она в вас дремала, спала, была закрыта. Закрыта для вас. Что разбудило вашу силу? Любовь. Любовь, чувство любви. Вот, в принципе, этой картой все и было сказано. Чувство любви. Какое-то то, что в вас влили, понимаете, либо вы как-то раскрыли в себе новый ресурс любви, либо извне кто-то, так скажем, в вас разбудил вот эту силу такой вот любви, наполненности, принятия. Я не знаю, очень такое приятное, что-то доброе, теплое. Да. Так. Было, что было, да? Угу. Смотрите, здесь вот через все-таки идет момент того, что с вами очень долго были сложные такие вот моменты, да, то есть это то, что я говорила, что может быть родовое что-то, может быть и у вас в отношениях, долго вы держались, так скажем, в каком-то прежнем вашем сценарии, в каких-то прежних таких путах, так скажем, да, ну, в чем-то не самом приятном, в том, что вас на привязи держала, либо вот держала на одном месте, не давала вам какого-то роста и развития. Вот через то, что какая-то вот именно чувство любви, чувство чистой, искренней какие-то эмоции, они очищают вот от этого вот всего вот негатива. Они очищают. И плюс еще освобождают вас из этого вот долгоиграющего вот такого вот момента, когда вот, может быть, вы закрыты были, закрывались, может быть, от других, когда вы были подозрительны, когда, в общем-то, может быть, конфликты какие-то были в отношениях, это могли быть у вас в отношениях, и так же, как по роду, да, то есть это могло быть родовой такой вот сценарий, который где нужно было проходить, то есть даже, знаете, как проходить отношения, проходить через такие сложные отношения, то есть даже вот не просто их проходить, да, а держаться, крепко держаться за отношения, в которых тяжело, за отношения, в которых конфликты, за отношения, в которых вами манипулируют, вами ну, я бы даже сказала, нет, не просто манипулируют, а относятся нехорошо. То есть совсем нехорошо. Я не хочу вот этих вот всех вещей говорить в плане... вот сейчас вот это вот, эти слова модные, абьюз, вот это вот все это, да. Но вот так скажем, да, для тех, кто понимает, о чем вот эта вот вся эта история, о том, что кто-то мог держаться за отношения, которые действительно очень негативно сказывались на вас, как на личности. Очень негативно, так скажем, порождали в вас, возможно, какие-то комплексы, порождали в вас какие-то страхи, где нужно было приносить действительно себя в жертву. Приносить себя в жертву, да.
в этих отношениях. И вы, то есть это не обязательно вы, это может быть ваш сценарий родовой, да, потому что могли в вашем роду быть такие отношения у кого-то. И вы-то сейчас здесь освобождаетесь от этого сценария. То есть получается, вот держаться, нужно было держаться за эти отношения. Как бы там тяжело и плохо, и больно не было в тех отношениях, где поступали с человеком очень-очень некрасиво, плохо, как бы, знаете, уничтожали личность. Вот уничтожали личность. Вот как бы вот там не было тяжко, у каждого, понимаете, здесь свой масштаб, так скажем, да, трагедии. У кого-то это в каких-то мелких вещах будет проявляться, у кого-то это прям вот действительно очень могло быть даже жестокое обращение. Просто у каждого здесь проиграется по-своему. И даже по роду, да, у кого-то был прям сильно жесткий масштаб, у кого-то человек мог находиться в таких отношениях и даже, в принципе, не замечать, что в таких отношениях находится, где-то оправдывать, где-то что-то, так скажем, пытаться закрыть на что-то глаза, либо действительно оправдать кого-то, да, чье-то некрасивое, плохое, жестокое поведение, оправдать какими-то, я не знаю, травмами, либо еще чем-то, какими-то благородными целями. Вот такое вот здесь могло быть. И смотрите, для части, кто здесь смотрит, человек здесь, может быть, даже не находился в таких вот отношениях тяжелых, но был на начальной стадии таких отношений. То есть вовремя вы могли почуять вот это вот повторяющийся вот этот вот момент и выйти из него через чувство любви. То есть вы почувствовали тот момент, какая должна быть настоящая любовь, какие должны быть настоящие отношения, какого характера вы хотите отношений в своей жизни. Какие они должны быть? Они должны быть чистые, они должны быть наполняющие, вдохновляющие, они должны помогать идти по жизни, они должны раскрывать дары людей, раскрывать таланты партнеров, а не втаптывать, так скажем, душу в грязь, да, вот так. Поэтому здесь вы разбираетесь через чистую искреннюю любовь, через понимание, что такое настоящая любовь, вы разбираетесь с родовой программой вот этой, с родовой программой, которая связана с тем, что кто-то не то чтобы терпел, а даже держался за отношения, в которых было трудно, тяжело и сложно душе человека. Вот. Поэтому у каждого, смотрите, своя будет ситуация. Кто-то вовремя почувствовал этот момент и соскочил с него. Кто-то прошел сам на своей шкуре, так скажем, вот это вот все. Кто-то помнит это по детству, либо знает, что такое было в семье, у бабушек, у дедушек, там, у кого-то, да, у родителей. Кто-то это, если вы смотрите этот вариант, значит, у вас такое есть, да, то есть если вы чувствуете, что вам откликается этот момент, значит, это в вашем роду было. И причем, что это действительно, здесь даже может быть такой тихий момент, когда, в принципе, это никак не выносилось никуда, это могло быть очень скрыто, очень, так скажем, внешне выглядит все хорошо, но внутри, так скажем, в семьи было сложно. Но внешне можно было сказать, что, допустим, даже примерные какие-то отношения, примерная семья могла быть, но внутри были большие сложности, большие тяготы, так скажем. У кого-то вот такие могут быть здесь ситуации. И от этой программы вы освобождаетесь. Пришло время освободиться, да, от этой программы. Пришло время сменить энергию и раскрыть, вот распаковывается ваш ресурс, ваша сила, родовая сила, которая очищает полностью вот этот момент, убирает эту программу, деструктивную программу, убирает ее полностью, освобождает вас и ваших потомков, так скажем, да, ваш род полностью освобождает от этого. И вы понимаете, как я уже говорила, да, вы можете менять свою судьбу. Вот, видимо, в этом и будет заключаться смена вашей судьбы. В том, что вы не будете идти по этому сценарию. Вы не будете его повторять. Вы сможете все изменить. Не только для себя, но и для вашего всего рода, да, последующих поколений. Благодарю вас за просмотр. Так. Третий вариант.
чему пришло время сейчас для вас. Так. Вот тут она. Так, это что это? Это о чем это? Сейчас, подождите. Нет, это не об этом, да? Смотри, здесь чему пришло время? Пришло время вам получить какую-то, так скажем, новость для себя, очень-очень хорошую, очень хорошую новость для вас. Это может заключаться как вот именно новость, как то, что вы получаете какое-то сообщение, да, вот в плане сообщения, звонка, вот что-то такое, да, что-то для вас очень важное, значимое и в любом случае положительное, то, что вас очень радует. Возможно, для кого-то новость издалека. Связано, скорее всего, это будет как-то с отношениями с человеком для вас дорогим. Вот. И что здесь главное? Главное то, что вы могли не знать всей картины, что вообще происходило у человека, как все было, так скажем, может быть, в ваших отношениях была какая-то ложь закралась, и здесь будет прояснение. Это как, если мы говорим о как конкретно вот новости, то, что вы получаете известие. Пришло время получить известие, прояснить какую-то ситуацию, связанную с отношениями, в общем-то, все понять. Либо здесь пришло время получить вот эту, так скажем, новость, но в плане инсайта какого-то, в плане того, как понимания. Для вас лично какое-то понимание, где вы поймете в каких-либо отношениях, скорее всего, здесь любовного формата, но, может быть, для кого-то проиграются деловые отношения. Вы наконец-то поймете, где была правда, где была ложь, что для вас важно, что не важно. Вы, в общем-то, здесь с чем-то разберетесь, то есть пришло время разобраться. В любом случае, смотрите, что получение новости именно вот как сообщение, да, и либо получение инсайта для вас, и то помогает вам разобраться в ситуации отношений, и то помогает вам прояснить что-то. И, в общем-то, здесь я могу сказать, что избавляетесь от самообмана какого-то, избавляетесь, возможно, от обмана вне, допустим, если какие-то были сплетни, оговоры на кого-то, да, то вы, в общем-то, с этой ситуацией разбираетесь, вы ее побеждаете. Вы здесь, в общем-то, очень мудро действуете, потому что здесь так скажем, ваш разум работает очень, так скажем, трезво, да, мыслит, трезво смотрите на эту ситуацию, правильно смотрите на эту ситуацию. Плюс еще к вам здесь идет на помощь ваша интуиция, то есть вы еще и чувствуете. Вы не только смотрите трезво на это все, но вы еще и чувствуете, и как будто бы вот здесь разум и интуиция, они в согласии, они согласны, они понимают, то есть не спорят друг с другом, как обычно, да, бывает. Вот сердце подсказывает одно, мозг говорит второе. Здесь все будет в гармонии, в согласии. Потому что либо вы какую-то новость получаете, которую для вас проясняет очень многие вопросы, которые вас мучили. И вы, в общем-то, здесь понимаете, что вы либо предчувствовали как-то, да, правильный исход, либо мы правильно думали, но в любом случае вы остаетесь довольны этой новостью. Либо же у вас здесь идет осознание какой-то ситуации, и в любом случае избавление вот от каких-то заблуждений, от заблуждений, избавление от заблуждений. Так, все здесь я сказала. Что еще? Есть что-то, что еще добавить? Да, смотрите, вот эта вот новость, если вы ее получаете откуда-то, да, она вас успокоит, она вас, знаете, вы наконец-то отпустите какую-то ситуацию, вы наконец-таки выдохнете.
Если это как будто бы инсайт, озарение, что-то, то, что вы понимаете, так скажем, да, осознаете наконец-таки, проясняете для себя наконец-таки, то это тоже, знаете, как момент того, что вы осознали, вы приняли, и вам стало легче. То есть здесь какой-то бальзам на душу, вот прям вот облегчение какое-то. Понимаете, вы были в напряжении по поводу какой-то ситуации, в напряжении, в таком вот каком-то терзании, в каких-то размышлениях. Может быть, даже много думали и запутать, могли себя очень сильно, серьезно запутать, потому что здесь мыслей могли быть много. Вы прямо вот вкладывались этими мыслями в этот вопрос. То есть это было на постоянной основе. Вот это для вас стало таким каким-то ежедневным обсуждением, так скажем, себя в голове, да, внутри этого вопроса для вас очень важного. Вот, и что здесь? И здесь получается, что вы наконец-таки выдохнете, вы наконец-таки расслабитесь, потому что вы, ну, к чему-то придете. Либо сообщение вы получите, которое вас наконец-таки даст вам спокойно жить, да, которое вас в любом случае порадует и успокоит вас, вашу душу. Либо же вот вы что-то осознаете, то есть, может быть, сложив какие-то факты, может быть, вы получите какие-то факты, которые прежде для вас были скрыты, вы их не замечали, не видели, да, но вот сейчас вы узнаете о них, и это вам принесет облегчение и радость. Вы наконец-таки успокоитесь по поводу этой ситуации всей. В любом случае, ситуация связана с каким-то взаимодействием, с отношениями, скорее всего, с любовным форматом, как я уже сказала, да, ну, смотрите, у кого там что, но в любом случае, вот вам идет облегчение по какой-то ситуации, понимание ситуации, что в получении известия, что в получении какой-то недостающей информации, что в том, что вы осознаете что-то, и вы отпускаете этот момент. Просто закрывайте, и у вас хорошо, легко на душе, радостно, и вам комфортно, вы, в общем-то, себя чувствуете на высоте, да, и чувствуете себя, в общем-то, хорошо. То есть, если здесь говорится о том, что исход этой ситуации, он вас радует, однозначно радует. Благодарю вас за просмотр, спасибо вам большое за ваши лайки, за подписки, за комментарии. Огромная вам всем благодарность. Желаю вам всего доброго, до новых встреч.